Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим, как заменить блок памяти. В предыдущем видео я рассказал возможные причины выхода из строя блока памяти. Ссылочка на это видео я оставлю в описании под этим видео и вверху во всплывающем окне. Блок памяти у нас находится в сидении в водительском. Для того, чтобы заменить блок памяти, нам нужно снять пластиковую фальш-панель. Сначала нам нужно открутить саморез, который находится у нас справа, и вывести нашу панель с пластикового фиксатора. Для того, чтобы открутить пластиковую панель, нам понадобится насадка Torx T20 и откручиваем саморез. Отодвигаем пластик и выводим пластик с посадочного места. Так выглядят пластиковые фиксаторы. При снятии нам нужно нажать пластиковый фиксатор вниз и вывести пластиковую панель на себя. Далее нам нужно отжать несколько пластиковых фиксаторов и снять блок памяти. Расфиксируем пластиковые защелки по центру. Также у нас есть защелочка. И выводим наш блок памяти с посадочного места пластика. Так выглядит блок памяти без пластикового корпуса. Так выглядят фиксаторы блока памяти на пластике. В верхней части должно быть два фиксатора. Один вот здесь, второй здесь. И в нижней части три фиксатора. Один, второй, третий. Далее нам нужно снять три разъема. Один разъем, второй и третий разъем. Начнем с черного разъема. Нажимаем фиксатор, отводим скобу и вынимаем разъем с посадочного места. Далее второй разъем. И снимаем третий разъем. И наш блок памяти. И приступим к установке. Подключаем основной разъем. Защелкиваем. Далее подключаем разъем белого цвета и разъем черного цвета. И фиксируем. И проверим наш блок памяти. И сама память. Блок работает, можно собирать. Устанавливаем блок в посадочное место на пластике. Далее заводим пластик на место и фиксируем пластиковый фиксатор. И прикручиваем наш пластик. И проверяем блок после сборки. Работают ли у нас все кнопки. Спинка. И проверим, работают ли у нас настройки нашего рулевого колеса. И память сидений. И еще раз первое положение. И еще раз проверим настройки под номером 2. Сиденье у нас возвращается, как мы запрограммировали, на второе положение. Руль также вернулся в эти настройки. В описании под этим видео я оставлю ссылочку на другое видео, которое я снимал ранее, о том, как запрограммировать память сидений, руля и зеркал. Надеюсь, данное видео будет полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока!